Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 31 июля по 6 августа. Первая неделя августа, последний месяц лета. Мои дорогие, давайте узнаем, что думают карты на эту неделю, какова энергетика. Будем, конечно, реалистами, но вы люди очень интуитивные. Я думаю, какую-то свою эврику, инсайт вы поймаете или пазл сложите. Вы как раз можете прочувствовать и применить к себе наиболее эффективно. В наше время интуиция – это очень большое подспорье, потому что когда вокруг тысячи каких-то неопределенностей, прочувствовать остроту момента, ох, как это важно бывает. И первая карта у нас будет, что важно знать, по мнению карт, что наиболее актуально или, может быть, чем придется заниматься на этой неделе, дольше, больше внимания уделять. Чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или что нам может помешать. А что нам будет помогать. И достанем такую карту, что от нас скрыто. Имеется в виду, не кто-то скрывает, а чтобы мы чего-то не упустили из виду. А оно будет иметь значение. И основные направления в деятельности: дела, работы, бизнес, финансы и личная жизнь. Как будут складываться события, что важно знать. Интересно. Королева Пентаклей. И для кого-то может быть конкретно человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или может быть там имеет асцендент. А вообще энергетика этой карты, когда у нас все под контролем. И когда мы заняты каким-то своим делом, работой. Ведь королева создала себя сама. Сначала какая-то идея зарождается в голове, потом она ее воплощает в реальности. Вот и вы где-то будете воплощать в реальность ваши планы, но это все у нас по какому-то графику идет. Или нет каких-то внезапностей. Вообще спокойно, надежную неделю, когда полный баланс по всем сферам. Может быть, и есть какие-то, неожиданности, сейчас мы узнаем, но, в принципе, по одной карте это когда мы собой довольны, когда мы все контролируем, и складывается это все как-то в нашу пользу. Так или иначе, все вопросы закрыть или, наверное, максимально сделать для себя то, что вы запланировали, причем не на каком-то душевном надрыве, а когда вот своим чередом все идет. Это замечательно. Чего не избежать, давайте откроем. А да, могут быть какие-то неожиданности. Колесо фортуны – это, по сути дела, и есть какая-то неожиданность, но чаще это проигрывается, и в этой колоде Таро тоже как карта шанса, какие-то возможности. Это может быть как новость, информация, которая вас так немножко, тем не менее, может подкорректировать ваши планы. Хотя у кого-то это будет подтверждение, например, готов документ какой-то, да, или вы какой-то работой прежде занимались, а это будет как итог, свидетельство, может быть, того, что ваш вопрос завершился удачно, успешно. Такое тоже вполне может быть. С другой стороны, нам может, например, прийти известие, что к нам кто-то приезжает, или нам самим придется куда-то отправиться для того, чтобы быстро как-то вот решить вопрос. И знаете, может быть вполне это вот как информация приходит, и мы не можем отложить на потом. По этой карте куй железо пока горячо. И вполне вероятно, и вы куда-то спешно соберетесь, и придется съездить. У кого-то далеко, у кого-то поближе. Но с учетом рядом у нас королева Пентаклей, как будто вы даже довольны останетесь этой поездкой. Тут правда что-то для вас как будто неизбежно должно решиться в плюс. Чему сейчас не время или что нам может помешать? Да ничего нам не может помешать. Практически та же карта в той же энергетике, король Пентаклей, когда у нас все под контролем. Вообще это статусная карта, поэтому для кого-то из вас смена статуса. Или вы подумаете о своей личной жизни, если была, допустим, какая-то
ну, взаимосвязь с человеком, как дружба, да, о переводе этой дружбы на другой уровень. Вот мы, если говорим о статусе, кто-то задумывается, может быть, о том, чтобы оформить де юре ваши отношения, ну, или жить вместе, планировать, как будто вы будете вместе. У нас все же пара, это те люди, которые понимают друг друга, которые думают в унисон, которые вместе планируют. У кого-то семейный бизнес может проиграться, да тут вообще какие-то разные интересы. Нет того, чему сейчас бы не было время. У вас как раз, если и есть какие-то, как мы говорим, неожиданности, так это приятности больше или возможности, может быть, даже если нам, ну, где-то придется поднапрячься, поехать там, и да, или какие-то вопросы отправиться решать, так у нас потенциал, когда мы какой-то вопрос закроем скорее или решим, поэтому, ну, прекрасно. А для кого-то в личной жизни, знаете, вот действительно, посмотрите, как карты легли. Вот пара и колесо фортуны. Вы можете раздумывать о чем-то, так вот прикидывать, если есть отношения, которые, ну, вроде как длятся к чему-то более серьезному, нежели дружба или просто встречи. И здесь вы словно себя можете ощущать на пороге перемен, потому что колесо фортуны. И, может быть, надо принять какое-то решение, вы тоже это где-то можете чувствовать. Тут у каждого по-своему, но, знаете, энергетика этой недели для вас очень благоприятная, что нам помогает. Но, тем не менее, помогает нам рационализм, когда мы правильно умеем работать с информацией, когда мы готовы от чего-то отказаться, тем не менее. Все же прообраз королевы мечей, точнее, королева мечей – это прообраз Юдифи в герметической колоде Таро. Я не рассказываю об этом сюжете историческом, библейском, ну, просто по времени, и тогда будет затянуто. Кому интересно, можете почитать. Но вот именно такие энергии, когда, знаете, сложилась обстановка помимо нас. И, может быть, обстоятельства нас приводят к тому, что мы должны сделать какой-то очень важный выбор нашей жизни. Но мы его делаем, и после этого вот наша жизнь, она идет совершенно в другом ключе. В плане плюс. Для кого-то это может быть какое-то важное решение даже по поводу вашей работы, когда вас может, знаете, популярность после этого прийти, или ваше признание каких-то ваших заслуг. Вот тут что-то очень важное, и это в значении помогает, на что-то как будто нужно решиться. И тогда перед вами, знаете, как зеленый свет – и нет ничего невозможного. Но работа с информацией, она предполагает то, что мы исключаем нашу возможность риска. Это не значит, что мы не пойдем на риск. Это значит, что мы все просчитаем. А еще по этой карте нам помогает, когда мы о себе не рассказываем, особенно о своих планах, намерениях, что мы собираемся делать. Вообще никому. И где-то, может быть, даже близким. Может быть, и есть один человек, с кем вы это будете обсуждать. Но по этой карте однозначно, если мы говорим про образ Юдифи, то никто не должен знать, куда вы поехали, зачем вы пошли, что вы собираетесь делать. Нам это помогает. И значение, мысль, да, если мы говорим работа с информацией, у нас королева стоит возле колонны, и здесь крылья, ну, где-то наподобие, как на кадуцее, да, изображены. То есть работа правильно оценить, может быть, информацию, которая к вам приходит, проанализировать, как я могу это к себе применить, допустить какие-то альтернативные варианты развития событий или из области иррационального. Вот ваша интуиция работает великолепно, поэтому пользуйтесь. И птички, которые у нас летают, это ведь тоже новости где-то, ну, по символике, или какие-то вести, или какие-то предложения, может быть, их будет много на неделе. Обратите внимание, нам помогает, если мы, я про риск говорила, да, исключаем возможность риска и просчитываем словно все. Вот здесь хладнокровие, здесь эмоции должны быть исключены полностью. И птичка одна приблизилась к кошке, и на вид кошка милое животное, ничего не предвещает и не выглядит грозно. А мы-то с вами знаем, что как раз это стоит иногда жизни, когти, да. Поэтому где-то не обольщайтесь на какую-то внешнюю вывеску, внешний лоск пафосных людей. С ними вообще надо быть аккуратными, потому что никогда не знаешь, что им в голову придет. Это только пафос, это внешняя оболочка. Содержание чаще совершенно иное. Поэтому, может быть, это вам как напоминание, что это нам помогает, какая-то предосторожность. И что от нас скрыто?
Знаете, вы на пороге перемен, мои дорогие, причем таких действительно значимых. Колесо фортуны, да, мы сказали, неожиданности, перемены. А здесь карта шута, нулевой аркан. И это как жизнь с чистого листа. Какой-то этап вашей жизни неизбежно подходит к концу. И чтобы быть режиссером собственной судьбы, нужно, правда, сделать какой-то, условно, вывод. Вот вы перед каким-то решением, условно, можете стоять. Но в этой колоде шут у нас как маг изображен. Он жонглирует зодиаком. Поэтому, ну, где-то такие хладнокровные энергии ума, как у мага. И, кстати, по арканам нулевой аркан шут, а первый уже аркан мага. То есть это один шаг к осуществлению какого-то как и глобального проекта вашей жизни, так и нового качества жизни. И вот это нельзя упускать. Я так думаю, что для кого-то из вас это может означать больше, конечно, дела, работа, бизнес, но и есть элемент и по личной жизни, как будто тоже что-то кардинально изменить, а продолжить совершенно другим интересом, а главное, вдохновением. Но еще пока может быть тысяча неопределенностей, потому что в колоде Таро иллюминатов это как хаос перед началом творения. То есть еще творение, мы к нему не приступили, пока еще есть какая-то разрозненность, и это нормально. Просто об этом нужно как бы, ну, держать руку на пульсе, наверное. Не расслабишься, вот в чем дело. И, кстати, не рисковать собой, опять же. У нас как будто всегда присутствует собака, а это, ну, как аллегория, считайте, или по символике это Анубис. И, кстати, про образ нашей интуиции. Слушайте интуицию, она вам подскажет, в каком направлении идти, а куда лучше не двигаться. Дела, работа, бизнес. Ну, действительно, выбор, решение, информация, новость. У каждого здесь по-своему. Ваш какой-то инсайт, когда вы с чем-то определитесь и скажете, ну вот теперь точно, вот это мое направление, теперь я буду действовать именно так. Вот или вопрос какой-то у вас решится, но что-то на пороге такое вот значимо важное вообще в принципе на далекий период жизни. Но это больше возможностей. По тузу жезлов это мы практически, это как руки мага, да, берут вот этот жезл, вот эту энергетику и с ней работают, как будто воссоздают то, что было когда-то в ментальности, и теперь мы можем создать в реальности от нашего решения правильного. Что по финансам? Здесь какие-то предложения или радостные новости, но вообще это рыцарь кубков, это хорошее настроение, это вдохновение. И пусть это не финансовая карта, но у нас две выпало про стабильность и надежность, как пара. И поэтому деньги у вас будут, деньги есть, проблем нет. И более того, нас еще что-то радует, и поэтому, ну, вообще с прогрессом каким-то ваши идут финансовые, как дела, так и возможности, может быть, и какие-то перспективы, кстати. Все-таки у кого-то поездка состоится для того, чтобы решить какой-то финансовый вопрос или, может быть, дальнейшее продвижение вашего бизнеса, или смена, ну, допустим, вашего места работы на какое-то другое с новой должностью, потому что мы говорили про статусность, все-таки есть элемент, когда мы можем статус через работу, но одновременно финансовый, словно статус свой в сторону плюс изменить. И для кого-то вот как предложение, как известие, может быть, у кого-то связана работа с переездами, а у кого-то это к вам придет еще человек, и будут, может быть, какие-то переговоры по поводу финансов. Но как будто нас все оставляет довольными, по крайней мере, финансовая сторона дела. И в личной жизни паш кубков. У кого-то вопросы, связанные с детьми, потому что паш. У кого-то начало нового дела. Или новые отношения. Или, может быть, отношения не новые, но словно обновление или новые грани чувственности. Хорошее настроение, опять же, вдохновение. Есть желание, знаете, с оптимизмом смотреть вперед. И вроде как не просто так есть желание, а у вас складывается что-то определенным образом, мои дорогие, что вас еще, если бы, может быть, не обстоятельства вашей жизни, вы бы еще где-то обдумывали. А тут действительно Вселенная вам помогает какое-то и решение принять, и направление словно указывает. Поэтому будьте внимательны. Но вообще неделя замечательная. Она как и с возможностями, так и с реализацией, с какими-то новыми планами, так уже и с свершениями, финансовым достатком и с хорошим настроением.
Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.